Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Утром Дилан приходит к Барану и целует его. Бэрон говорит, что не пойдет в суд, что у него есть дела поважнее и что он планирует выйти вместе. Дилан не может понять просьбу Бэрона, и когда она спрашивает, почему, Бэрон говорит: давайте не будем нервничать без надобности, давайте отойдем на некоторое время. Цеврей отправляется на пикник с дядей Кинаном, и Цеврей все еще очень злится на него. Когда господин Кудрет приходит к Барану и спрашивает его, что он будет делать, если Хасана освободят, Баран говорит: не волнуйся, отец, он не сможет сбежать. Когда господин Кудрет спрашивает, как мой сын и как ты можешь так сохранять спокойствие, Баран отвечает: потому что у нас есть план, и объясняет план, который он составил с Фератом. Господин Кудрет говорит: вы хорошо подумали, теперь я чувствую облегчение. Баран говорит, что мы сейчас выйдем на свидание с Диланом, чтобы Дилан ничего не понял и мы не вызвали подозрений Джавахира. Ферат говорит: расслабься, брат, мы все контролируем. Хасан разговаривает с адвокатом и спрашивает, отпустят ли меня сегодня. Адвокат говорит, что, наверное, выпустят. Хасан говорит: если я сплюну, то это усы, если я плюну, то это борода. Когда Баран говорит, что не оставит меня в живых, когда меня выпустят, адвокат говорит: не волнуйтесь, господин Джавахир все устроил, никто ничего не может сделать, люди отвезут вас в безопасное место, как только слушание окончено. Хасан говорит: расскажи мне с самого начала, теперь я вздохнул с облегчением. Пока Цеврей и Ясмина обсуждают, почему они поссорились с Харуном, Харун спрашивает Джавдета, стали ли отношения между вами и Цеврей лучше. Мистер Кинан и его жена наблюдают за ними издалека и обсуждают, будет ли этот пикник полезен или они помирятся. Дилан и Бэрон собираются выйти, и когда они приближаются, Бэрон говорит: когда мы впервые встретились, ты вызвал бурю в моем сердце, так продолжается до сих пор. Когда Дилан сказал: ты был как герой на коне, мое сердце собиралось остановиться. Ты мой герой, Бэрон. Бэрон сказал: ты тоже любовь всей моей жизни, и они взяли его за руку и ушли. Комната. Когда Бэрон и Дилан покидают особняк, они обнаруживают перед собой Акифа. Акиф удивляется, когда узнает, что они собираются гулять, и спрашивает: я знаю тебя много лет, ты что-то не задумал. Бэрон говорит: я не звоню, давай увидимся, садится в машину и уезжает. Поскольку Бэрон до сих пор не рассказал Дилану, куда он его отвез, Дилану становится любопытно, и он начинает гадать. Когда Бэрон продолжает говорить, что мы здесь, Дилан спрашивает, где это место и почему мы сюда пришли. Тем временем Баран получает сообщение от Ферата, в котором говорится, что суд начался. Когда Дилан спрашивает, что-то не так или ты что-то от меня скрываешь, Бэрон говорит, что мы пришли сюда, чтобы отвлечься, ты все еще не знаешь, зачем мы пришли. Они выходят из машины, и Бэрон объясняет, что купил эту землю для Мирана и превратит ее в мемориальный лес. Дилану нравится эта идея, и он говорит, что будет сажать здесь дерево в каждый особенный день. Баран говорит: было бы здорово, давайте начнем, и говорит: мы втроем начнем сажать 3 саженца прямо из машины. Баран купил Мирану платан и Дилану бук, чтобы он был таким же сильным и сильным, как он. В то время как его корни крепко привязаны к глубине, его ветви свободно раскачиваются к небу и дают жизнь, точно так же, как вы пришли в особняк и всех исцелили. Он купил себе саженец ели. Дилан говорит: я знаю это дерево, я бы сказал, что никто ничего не сможет мне сделать, пока я буду сидеть в его тени, и я буду чувствовать себя в безопасности. Когда Бэрон говорит, что теперь ты всегда будешь в безопасности, Дилан говорит: я не сомневаюсь, ты здесь, со мной мой герой, давай посадим их и дадим им вырасти как можно скорее. Когда Бэрон обращается к Дилану и говорит: что бы я ни делал, я делаю это для тебя и нашего сына, никогда не забывай этого, хорошо? Дилан говорит, что никогда не забудет. Азади Ханым и Гуль сидят с Мираном и обсуждают, на кого он похож. Хотя госпожа Азади всегда сравнивает ее с собой, когда Гуль говорит, что она немного похожа на Гэжу Сабиху, она говорит, что если бы она выглядела как они, она была бы уродливой и слабой.
Пока Гуль говорит о том, как сильно она любит Мирана, независимо от того, на кого он похож, ее внезапно начинает тошнить. Когда госпожа Азади намекает, что она беременна, Гульш говорит: «Нет, мне нужно в ванную. Я не могу быть матерью. Я всегда буду смотреть на детей издалека». Почему это так? Пока Дилан решает, где посадить деревья, Бэрон говорит: «Пусть будет все, что хочешь». Когда Дилан говорит, что я не могу дождаться, когда деревья вырастут как можно скорее, Бэрон говорит, что это тоже произойдет, и мой сын тоже вырастет. И пока они мечтали, что в будущем приедут сюда и устроят пикник с сыновьями, когда Баран сказал, что наш сын будет лазить по деревьям, Дилан сразу сказала: «Нет, нет, 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 если мой сын упадет, он сломается. Что-то я ему не позволю». Когда Бэрон говорит: «Посмотри, как мне комфортно», Дилан говорит, что я мать, я не могу допустить, чтобы что-нибудь случилось с моим ребенком. Затем, когда он спрашивает, наступит ли 10 дней, Баран отвечает, что время летит так быстро, конечно, оно придет. Когда Дилан говорит: «Это не должно происходить слишком быстро, но мы будем жить полной жизнью и наслаждаться красотой каждого момента вместе». Когда Бэрон спрашивает, согласны ли мы, Дилан отвечает: «Мы согласны». Когда Бэрон говорит: «Давай посадим деревья», Бэрон говорит, что «я очень тебя люблю». Бэрон отвечает: «Я тоже тебя люблю». Посадив деревья, они также дают им живительную воду. Бэрон обнимает Дилан, усаживает ее на заднее сиденье машины и приносит ей кофе. Когда Дилан снова отвлекается, Бэрон спрашивает, что случилось, на чем сосредоточился свет моих глаз. Дилан говорит: «Я помню тот момент, когда мне пришлось оставить тебя», и представляет этот момент. Когда Дилан говорит, что он не делал всего того, что произошло в то время, потому что ему очень хотелось, Бэрон говорит: «Я знаю, расскажи мне об этом, мы забудем свои плохие воспоминания и всегда будем переживать хорошие вещи». Когда Дилан говорит, что давай всегда быть счастливыми, Бэрон, он говорит, что мы будем бараном, моя красавица, и деревья здесь будут свидетелями нас. Дилан дает ему воды, чтобы помочь ему выздороветь. Мать Ясмин советует Ясмин и Цеврии: «Девочки, знайте, что баланс в браке принадлежит женщине. Если вы не установите баланс, не будет ни брака, ни счастья». Он говорит, что скоро это превратится в огромный лес, и завтра приедет команда и позаботится о нем. Дилан говорит: «Давай в следующий раз возьмем с собой моего сына, для малышей очень полезно рано познакомиться с природой». Тем временем Ферат отправляет сообщение, что Хасана будут судить без ареста, а Баран отвечает: «Хорошо, готовься, я приду». Но когда он понимает, что из-за Дилана что-то не так, и спрашивает, он объясняет, что Барана Хасана освободили. Когда Дилан спрашивает, что мы теперь будем делать со страхом, Баран говорит: «Не волнуйтесь, он больше ничего не может сделать», но Дилан говорит: «Но что, если он убежит, пока мы не найдем доказательства?» Когда Бэрон говорит: «Не волнуйся, он не сможет сбежать», Дилан спрашивает: «Как ты можешь говорить так уверенно?» Они начинают выздоравливать, говоря: «Баран, не волнуйся, я все контролирую». Пока Ясмин и Цеврии приятно обедают на глазах у своих супругов, Харун сначала получает на свой телефон сообщение об отказе в кредите. Ясмин злится, задаваясь вопросом, была ли в этом необходимость. Когда позади него звонит телефон Джавдета, отвечает Первин и говорит, что она испекла выпечку и принесла ее в ресторан. Цеврия злится, чтобы ничего не упустить. Дядя Кинан и его жена думают о том, как эти дети помирятся. Как только Бэрон и Дилан возвращаются в особняк, они приходят к Мирану и говорят ему, что очень по нему скучают. Баран узнает, что Ферат и его отец находятся в кабинете, и идет к ним. Ферата скоро освободят. Они все вместе выходят из комнаты, говоря: «Если все готовы, пойдем». Когда Дилан и Гуль спрашивают, где они, Баран говорит, что у нас есть работа, а Ферат говорит, что мы собираем доказательства, чтобы посадить нашего так называемого дядю в тюрьму. Гуль связан с ним. Пока адвокат поздравляет Хасана и дает ему советы, к нему подходит Акиф и говорит: «Не расслабляйся, Хасан, эта работа еще не окончена, и все, что ты сделал, очевидно, я сделаю все возможное, чтобы добиться тебя скоро посадят в тюрьму». Как только Хасан выходит, он говорит адвокату, что обеспокоен тем, что Барана и его людей нет рядом или они что-то планируют. Адвокат говорит, что нас ждут люди Джавахир-бея, пойдем больше немедля.
Когда Дилан усыпляет Мирана и приходит к Гулю, они говорят о чем-то странном о Ферате и Баране. Гуль, мне вообще что-то пришло в голову, не знаю, с чем это связано, но когда она в одном из своих выступлений сказала, что говорила о даче или чем-то в этом роде, Дилан впервые вспомнила момент, когда она нашла Барана и Ферата в летнем домике, и тогда Баран вспомнил, что Хасана не отпустят, и я думаю, что понял, что Баран и Ферат разговаривали о даче. Он говорит, что они составили план. Когда Гуль спрашивает, что это за план, Дилан отвечает, что я не знаю, но я узнаю. На этот раз господин Кинан приходит, найдя помощь у других, чтобы примирить Ясмин и Цеврии, Харуна и Джавдета. Пока Хасан идет с адвокатом, Баран следует за ними со своим братом и отцом. Когда водитель говорит, что за нами следят, Хасан оглядывается назад и говорит: «Это машина Барана, жми на газ, не останавливайся». Когда Ферат говорит, что они нас заметили, Баран начинает ехать быстрее. И, наконец, они подъезжают на своей машине к машине Хасана и преграждают ему путь. Все выходят из машины, достают пистолеты и кричат: «Баран, Хасан и Фенди, уходите». Баран говорит, что мы возьмем Хасана и уйдем, сложим оружие. Когда мужчины не опускают оружие, Баран кричит: «У вас нет выхода отсюда. Отдайте мне Хасана, и я сохраню вам жизнь». Когда мужчины бросают оружие, Хасан кричит, что они трусы. Ферат хватает его за шею и вытаскивает из машины, а господин Кудрет надевает ему на голову мешок и бросает в машину. Бэрон говорит: «Скажи своему хозяину, что это еще не конец», и садится в свою машину. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.